Здравствуйте, Девы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца мая. Давайте посмотрим, что ожидает вас во второй половине мая месяца, то есть 2 недели ближайшие, которые мы с вами рассматриваем. Напоминаю, что расклад общий, но думаю, большинству из вас он подойдет. Надеюсь, что он будет максимально созвучен с тем, что происходит в вашей жизни, поэтому пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Я всегда рада ответить на ваши сообщения. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта Шута, карта нового начала. Карта шага такого в неизвестность, в пустоту, возможно, здесь готовность выйти из зоны комфорта для того, чтобы начать что-то новое, потому что Шут, он такой очень любопытный, интересующийся новыми возможностями. Шут — это человек, который открыт новым предложениям. Это начало пути, соответственно, да, потому что Шут, он в начале старших арканов. Он с начала цикла идет. Это новая глава для вас, возможно. Может быть, вы совершаете такой прыжок в пустоту, да, рискуете, начиная этот совершенно новый цикл, когда одна глава заканчивается и начинается новый этап. К тому же следующая еще у вас карта башня. Действительно что-то разрушается, потому что башня — это карта перемен. Что-то разрушается до основания, и вам нужно построить нечто новое. И здесь снести башню — это какая-то неизбежная мера, когда вам что-то не подходит или кажется негативным, или даже вроде бы подходит в данный момент, но может произойти как неожиданное событие для вас, какое-то крупное происшествие, которое может привести к переменам, но я надеюсь, что это позитивные для вас будут перемены. То есть иногда вы можете быть не согласны с такими переменами, может быть, с башней будет сложно справиться эмоционально, но вам нужно принять это с достоинством и воспринимать этот снос башни как начало нового пути, как возможность снести старое здание, которое не поддается ремонту, или принять решение, там, не знаю, восстановить его чуть ли не с нуля, то есть снести под основание и отстроить заново на его месте что-то еще лучше, там, красивее, лучше, да, на основании этого разрушенного здания, то есть максимально его как-то перестроить. То есть здесь Вселенная будет действовать как разрушительная сила в этом плане, в отношении этого здания. Здание это, может касаться, допустим, представим, что это здание, там, ваши отношения, или это там ваша работа. То есть в данном случае это разрушение чего-то для вас очень важного, серьезного. Но когда рассеивается пыль, оседает эта пыль, и вы расчищаете завалы, вы понимаете, что так должно было произойти для того, чтобы вы могли построить что-то лучшее, что-то новое. И вот здесь вот эта башня, она будет катализатором этого процесса, тех перемен, которые притягиваются здесь, чтобы этот Шут начал новый путь, новое движение, какую-то свою новую дорогу, на которую он выйдет. То есть карта, такая, да, себе на самом деле, но рассматриваем ее в позитивном ключе, плюс тут еще и туз пентаклей дальше. То есть, возможно, это новое начало, есть туз пентаклей, земной такой стабильный туз пентаклей, он показывает, что да, разрушение может быть, но оно дальше влечет за собой новую работу, которая будет более прибыльная, или там переезд на какое-то лучшее место жительства. То есть перемены в вашей жизни значимые, но при этом они будут иметь какое-то хорошее для вас выгодное значение. Таким образом, да, поэтому туз пентаклей. И главная тема для вас здесь будет карта императрица, это карта знака Телец, да, но здесь выпадает она на вас, она может говорить о том, что сейчас самое время сажать семена, то есть взращивать что-то. Здесь очень хороший сезон, хороший период для каких-то новых начинаний, чтобы вы могли начать что-то делать новое, строить, создавать и созидать после разрушения, после башни. То есть взращивать и сами взращиваться, да, то есть расти как-то духовно, расти здесь для того, чтобы в дальнейшем достигать больших высот. Возможно, вам здесь нужно инвестировать в то, что имеет потенциал для процветания, роста и развития. Поэтому здесь такая крупная денежка выпала, то есть инвестиция, вложение денег. Давайте посмотрим, что еще есть. Есть тройка мечей, карта повешенный, но, возможно, вам потребуется много времени на отдых с этой башней. Возможно, вам потребуется какой-то перерыв, поскольку здесь вот эта башня, она может быть очень такой внезапная для вас. И карта
повешенный. Возможно, вам потребуется прожить эту кармическую ситуацию. Так, возможно, вам нужно будет отойти от происходящего, потому что здесь еще есть и тройка мечей, она такая достаточно негативная карта. То есть события могут развиваться достаточно быстро, и вам нужно будет немножечко сделать паузу, отдохнуть, чтобы пройти через этот процесс, чтобы пройти процесс этот разрушения и после него исцеления, потому что что-то пошло не так, как вы хотели, но вы хотите двигаться дальше, и поэтому вам нужно проанализировать ситуацию вот в таком подвешенном состоянии побыть. Может быть, вы чувствуете себя в состоянии стагнации некоторое время под влиянием вот этих событий, и может создаться впечатление, что вам нужно подождать, пока пыль уляжется. Но вам это может быть не совсем комфортно, это башня, это разрушение, которое происходит с этой тройкой мечей. Тут же еще и пятерка жезлов у вас есть, и двойка чаш. И вот пятерка жезлов, вот она о борьбе, о конфликте, о каких-то внутренних конфликтах, которые у вас могут быть. Возможно, вы находитесь во внутреннем конфликте, потому что не готовы к этому новому началу, или как-то его хотите избежать, возможно, не совсем с ним согласны. То есть перед тем, как встать на этот новый путь, некоторые из вас либо принимают решение двигаться вперед, имея очень такую глубокую связь с кем-то еще, например, с каким-то партнером или любыми партнерскими отношениями, рабочими, может быть, отношениями, а может быть, романтическими отношениями. Но, возможно, не все с этим согласны, или у других людей есть свое мнение, и кто-то вам высказывает свое нет, типа не согласен или не хочу, или мне так не нравится, как ты хочешь сделать. Но вы должны защищать свое мнение, отстаивать свою позицию, отстаивать свои интересы или свою точку зрения, защищать свое решение, в конце концов, двигаться по этому новому пути, к новому началу. Но не все могут быть согласны. Да? Для кого-то из вас это либо настоящие отношения партнерские с кем-то, а для кого-то из вас, может быть, это новый путь, который находит отклик на очень глубоком духовном уровне, то есть кармическом уровне. Давайте посмотрим еще, что здесь у вас есть. У вас есть карта колесница, и она на самом деле такая очень приободряющая здесь, потому что если мы говорим о башне, которая разрушила нечто, то затем эта колесница, которая здесь дальше появляется в раскладе, она показывает движение вперед, она показывает значительный скачок вперед, и ваше стремительное движение к вашей цели, возможно, здесь вы здесь знаете, как будто прокладываете путь для движения вперед, возможно, даже неожиданным или очень мощным образом. Здесь есть какая-то опасность, может быть связанная, нужно быть осторожнее с колесницей, то есть с транспортом в целом, быть очень осторожнее с транспортом, чтобы не было какой-то аварии, кто управляет автомобилем, или какие-то могут быть такие мелкие поломки тоже, но да, нужно быть осторожнее. Давайте посмотрим, карта шестерка жезлов, карта Иерофант. В целом, если мы говорим о вот этой шестерке жезлов, карты победителя, да, ваше желание или возможность даже стать здесь замеченным, может быть, получить какую-то похвалу будет возможность, да, шанс, или благодарность за свои усилия, не только за ваши усилия, да, но и, знаете, за традиционные ценности, за следование тому традиционному пути, который для вас важен. И, возможно, это признание здесь, продвижение по службе или какое-то продвижение по должности, может быть, какая-то новая работа, когда вас переводят из одного отдела в другой, на более выгодную должность, или получаете выше ставку, и она будет более перспективной, но вы там прикипели к коллективу, приросли, и вам, да, может быть, больно уходить там из этого коллектива в другой, тоже как вариант. Но в целом это какие-то традиционные действия или традиционные пути, или какие-то организации традиционные, в которых вы работаете, или какие-то общепринятые нормы, которым вы следуете, соответственно. В этом плане вы сможете быть замечены и по шестерке жезлов получить одобрение, как будто бы вы поступаете правильно, вы здесь поступаете мудро. В конце концов, здесь может происходить что-то такое, что будет получать одобрение, да, от окружающих. Но, возможно, вы получаете что-то от вышестоящих там людей или организаций,
Возможно, для вас это вышестоящее лицо какое-то по иерофанту, то есть это может быть очень крупный какой-то босс, начальник вашей компании, это может быть там руководитель в университете или правительство, то есть что-то такое может происходить, что ставит на вас печать одобрения, как будто бы, да, вот мы берем на работу, или вот мы там как-то заявим о вас там другим людям, и вас приветствуют за это, признают, потому что вы вот как будто бы выделяетесь в толпе общие, или там в университете, да, может быть, вы, не знаю, среди ваших коллег там какие-то вот подвиги совершили, не знаю, обратили внимание на то, что вы там больше выполнили какой-то работы или лучшие показатели какие-то создали, там лучший процент обучаемости там студентов, допустим, вывели. То есть вот что-то в таком вот духе может здесь происходить, и может быть какая-то похвала, одобрение со стороны начальства. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть. Есть принц жезлов, есть карта мир. Карта мир. Но в любом случае, да, очень хорошие карты дальше у вас есть, потому что здесь все в таком позитивном ключе идет после этой карты башня. Да, здесь с этим принцем тут десятка. Сказала я про позитивный ключ. Ну нет, смотрите, и колесо фортуны. Десятка мечей — это завершение. Десятка — это финал, да, 10. Завершение, окончание тяжелого стрессового периода. То есть он здесь произойдет, он же здесь и закончится. И вы придете к более глубокому пониманию и осознанию того, что вот пришел к чему-то тяжелому конец, то, чего вы не хотели, и вам нужно от этого встать, отряхнуться, двигаться дальше, потому что наступает новый период. Да? То есть это было вчера, все об этом нужно забыть, и наступает новый день, и вы делаете новый шаг, следующие шаги, шаг за шагом, достижение вашей цели, не теряя равновесия, вот, прислушиваясь к себе, да, чтобы не оступиться, не сделать каких-то неверных действий, но вы готовы к каким-то новым начинаниям. И колесо фортуны на вашей стороне. То есть здесь все вот настолько синхронно происходит во Вселенной, как-то так все продумано, что да, здесь, может быть, это будет болезненная башня, но она вам идет на пользу. Не знаю, каким образом это даже здесь можно объяснить еще, но какой-то этап вашей жизни подходит к концу, и для вас так будет лучше. Он завершается, вы получили какие-то уроки, они могут быть болезненные, но вы двигаться должны дальше вперед, и да, может быть, это какое-то болезненное, как я говорила, расставание с там, прошлым, с чем-то вам привычным, но вы выходите из зоны комфорта для достижения лучшего или чего-то более прибыльного. Поэтому здесь действительно вы расчищаете путь с этой башней для каких-то лучших вещей. Итак, на этом я сегодняшний таро-прогноз двухнедельный для вашего знака зодиака завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!